Российские военные воруют все, что видят в разрушенных ими украинских селах и городах. Бытовую технику, унитазы, тащат даже ношеное нижнее белье. Заезжали домой еще раз. Уже было немного больше времени. Надо было все пересмотреть, нет ли каких-то минирований. Извините, я не знаю, как вам сказать. Короче, эти москальские российские солдаты нарушили все возможные конвенции. Они украли все мои трусы. Но мародерство солдат – это не отдельный случай, а государственная политика. И, кажется, даже стратегия развития. Депутаты Красноярского края Российской Федерации приняли решение вывозить зерно из оккупированной Херсонщины, конфискуя его у фермеров. Мародерство государственного масштаба, под которое принимаются соответствующие решения федеральных образований Российской Федерации. Потому что Красноярский край – это федеральное образование. Вот этот документ, и в нем председатель Комитета законодательного собрания по делам села и агропромышленной политики Владислав Зырянов допускает, что такой опыт смогут успешно внедрить в дальнейшем и коллеги с других регионов. Позже сообщение с официального сайта удалили, заявив, что это фейк и хакерская атака. Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины – фейк. Она удалена из ленты. На данный момент сайт работает в обычном режиме. И поверить в это было бы легко, вот только Россия на самом деле фурами ворует украинское зерно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Вывозят нагло, целыми колоннами на грузовиках со знаком Z. По последним сообщениям, из Украины уже вывезли 500 тысяч тонн зерновых. Это составляет убытков минимум на $125 миллионов. Фактически в этих зонах сосредоточено в элеваторах было около 1,5 миллиона зерновых культур. Например, на Херсонщине было 42 элеватора, на которых можно было хранить зерно. Мы сегодня не знаем. Я лично не знаю, в полном объеме мощностей они были загружены. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух еще месяц назад сообщал, российская армия похитила в Бердянске 5 кораблей с украинским зерном. Что с кораблями сегодня, неизвестно. Як кажуть люди, вони російськими буксирами були кудись відійдені. Я думаю, зараз ми подивимось, корабль вже віддає якісь коди безпосередньо в середовище інформаційне, зрозуміємо їх місце знаходження. Оккупанты разграбили элеватор в Геническом районе. Кроме банальных грабежей, есть случаи, когда фермеров заставляют продавать зерно по $100 за тонну, при том, что реальная стоимость стартует от $250. А в Херсонской области российские военные разрешают сеять, только если аграрий отдает им 70% своих зерновых запасов. Это существенный запас. По международным ценам это стоит сотни миллионов долларов. И есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу России. Все ворованное зерно вывозят в Крым. Кремлевский ставленник в Крыму Сергей Аксенов даже отчитывается о так называемых стабильных поставках из Херсонской области. В Севастополе, по сообщению Forbes, перевалка зерна на корабли идет каждую ночь. Но экспортировать ворованное в Украине непросто. Как будто это их зерно, но это уже зерно, которое пошло с Крыма. Они формируют общие партии и намереваются его продать в мире. Европа, естественно, его не покупает. Они везут туда в те страны, которые есть для них союзниками. Сейчас всплыла информация, что они там в Ливии появляется наше зерно. В Сирии. Так, 27 тысяч тонн украденного зерна российское судно «Матрос Пазинич» везло в Египет, но там купить его отказались. Однако ворует страна-мародер не только зерновые. Овощи украинских фермеров оккупанты покупают не просто дешево, а буквально за копейки. Весна как раз пик этих овощей. Да, их просто также крадут, вывозят в Крым или просто за копейки выкупают. Не гарантирует таким образом, что люди будут за это что-то получить в перспективе. Поэтому, такой конкретный пример, мешок редкий, который 10-12 килограмм,
ну, его продают по 10 гривен. Вывозят даже сельскохозяйственную технику. Россияне украли 27 единиц техники John Deere с выставочной площадки компании «Агротек Инвест» в Мелитополе. Благодаря GPS-маячкам технику отследили. Часть нашлась в селе неподалеку, а другая аж в Чечне, в поселке Хакан-Юрт под Грозным. С помощью удаленного контроля ее заблокировали. Я не знал никогда, что Чечня славится своими сельскими такими насаждениями, что там обрабляют большие части массивов земли. Российские мародеры незаконно используют и природные ресурсы Украины. Еще 27 февраля российские войска разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение Северокрымского канала. Все это время, с момента полномасштабного вторжения, Россия ворует воду из Каховского водохранилища Нижнего бассейна Днепра. За сутки, по предварительным расчетам, из водохранилища утекает воды на 32 миллиона 600 тысяч гривен. То есть Российская Федерация уже украла воды на 2 миллиарда 250 миллионов гривен. Но на самом деле воды могли украсть еще больше. Это вопрос качества подготовки русла. Если оно хорошо, качественно подготовлено, да, утечки есть всегда, их будет немного. А если некачественно, по-российски, то утечек будет куча. Сегодня в Украине тщательно фиксируют каждое преступление России. Рекомендуем нашим участникам и другим аграриям оформлять это документально. У нас на сегодняшний день есть порядок документов, которые нужно заполнить, чтобы потом в судах подтвердить, что это было украдено. За все украденное, разрушенное, сожженное на украинской земле, как и за другие свои преступления, страна-агрессор и мародер понесет наказание.